Глава 1. Клетки для сумасшедших птиц. Желтый песчаник Нижней Силезии имел специфический запах. Он пах сыростью, древней сосной и перетертым в пыль гранитом. Но для Эрика Венса этот песок пах прежде всего смертью или свободой, в зависимости от того, с какой стороны лопаты ты находишься. Эрик сидел на краю деревянных нар в бараке номер 104, осторожно растирая пальцами серую пыль, застрявшую под ногтями. Снаружи, за двойным рядом колючей проволоки и вспаханной полосой смерти, прожектор вышки медленно резал непроглядную тьму мартовского вечера 1944 года. «Эй, Венс, завязывай гипнотизировать свои клешни», раздался тихий, шепелявый голос. Из тени углового койко-места вынырнул Дики, бывший штурман Веллингтона, а ныне главный художник Северного сектора. В руках он держал самодельный кисточек из крысиного волоса и баночку с густой, дурно пахнущей коричневой смесью. «Это что, сапожный крем?» — спросил Эрик, не поднимая глаз. «Смесь сапожного крема, сажи из печи и разведенного чая», — с гордостью шепнул Дики, демонстрируя фальшивый пропуск на имя гестаповца из Бреслау. Райнхард сказал, что если не присматриваться с расстояния 2 шагов под дождем, выглядит точно как немецкий орел со скипидарной печатью. А с расстояния 1 метра? А с расстояния 1 метра ты должен безупречно говорить по-немецки и улыбаться так, будто несешь личный приказ Гиммлера, хмыкнул Дики. Шталак Люфт-3 не был обычным лагерем для военнопленных. Люфтваффе построили его специально для тех, кого нацисты называли неисправимыми склонниками к побегам, офицеров-летчиков, которые уже пытались бежать из других лагерей. Немецкое командование искренне верило, что построило неприступную крепость. Бараки были приподняты над землей на 60 сантиметров, чтобы охранники, хорьки, как их называли пленные, могли видеть любое движение снизу. Грунт состоял из ярко-желтого песка, который разительно отличался от серой поверхностной почвы. Выкопай лопату такого песка, и тебя тут же выдаст пятно во дворе. Кроме того, по периметру были закопаны сейсмомикрофоны, фиксирующие любой шум под землей. Немецкий комендант фон Линдемайнер при открытии лагеря вежливо сказал союзным офицерам: «Джентльмены, вы в ловушке. Выйти отсюда невозможно. Расслабьтесь и ждите окончания войны». Но он не учел одного: собрав в одном месте 3000 лучших инженеров, пилотов, навигаторов и механиков британского содружества, Люфтваффе создали не тюрьму. Они создали крупнейшую в мире фабрику по организации побегов. Управляла этой фабрикой организация X. Возглавлял ее человек-легенда, эскадрон-лидер Роджер Бушел, известный под позывным «Большой X». Человек с холодными глазами, перекошенным после авиакатастрофы лицом и безграничной, почти фанатичной ненавистью к плену. План Бушелла был безумен и гениален одновременно. Вместо того, чтобы рыть один маленький, импровизированный подкоп, организация X решила копать сразу 3 гигантских тоннеля. Их назвали Том, Дик и Гарри. Логика Бушелла была простой: если немцы найдут один тоннель, они подумают, что закрыли вопрос, и ослабят бдительность. Но они не будут искать второй. И уж тем более не поверят в третий. Цель была не просто вытащить 2 или 3 человек. Бушел намеревался обрушить всю логистику Восточной Германии, одновременно выпустив на свободу 200 человек. «Эрик, твоя смена через 10 минут», — тихо проговорил проходящий мимо Пит, пингвин. Эрик кивнул. Он встал, поправил потрепанный свитер и засунул руки в глубокие карманы брюк.
Внутри карманов находились специальные мешочки из старых полотенец, завязанные на веревочные петли, уходящие под пояс. Его работа на сегодня — быть пингвином. Выносить землю. Глава 2. 3 сестры и запах консервов. Спуск в тоннель Гарри находился в самом невероятном месте, которое только можно было придумать, под основанием небольшой кафельной печи в углу барака номер 104. Немцы регулярно проверяли пол в бараках, но кому придет в голову, что кто-то способен сдвинуть цельную каменную печь весом под полтонны? Инженеры из числа пленных соорудили хитроумный механизм на железных салазках. Печь отъезжала в сторону без единого звука, открывая люк размером полметра на полметра, выложенный кирпичом. Эрик спустился по вертикальной шахте на глубину 9 метров. На этой глубине сейсмодатчики немцев уже не могли засечь глухие удары деревянных мастерков. Внизу атмосфера резко менялась. Воздух был тяжелым, спёртым, пропитанным сыростью и запахом тысяч спрессованных консервных банок. «Привет, Томми», — прошептал Вальдек, польский пилот, сидевший на четвереньках в узком лазе. «Сегодня песчаник дерьмовый. Вчера чуть не завалило штрек на 30-м метре. Подпорки держатся?» — спросил Эрик, опустившись на колени. «Держимся на соплях и нарах сержанта Миллера. Этот парень скоро будет спать прямо на полу, мы забрали из его койки последнюю доску». Конструкция тоннеля Гарри была шедевром импровизированной инженерии. Чтобы стены из рыхлого песка не обрушились, их полностью обшивали деревянными планками. Главным источником дерева были спальные нары пленных. Из лагеря исчезли тысячи досок, но немцы так и не смогли понять, куда девается меблировка бараков. Вентиляция осуществлялась с помощью гениального изобретения. Пленные спаяли вместе сотни жестяных банок из-под сухого молока, клим, которые присылал Красный Крест. Из них получилась длинная труба. Помпу для прокачки воздуха сделали из старых кожаных мехов, аккордеона и деталей от наров. А транспортером служили деревянные вагонетки на деревянных же рельсах, которые тянулись вдоль всего тоннеля. Эрик забрался вглубь штрека. Тоннель был настолько узким, всего полуметра в ширину и высоту, что двигаться там можно было только подтягиваясь на локтях. У любого человека, страдающего клаустрофобией, здесь за 2 минуты случился бы приступ безумия. Но земляные крысы, копатели, работали здесь сменами по 4 часа. Эрик принял от копателя 2 мешка, наполненных свежим, ярко-желтым песчаником. «Принимай товар, пингвин», — прохрипел из глубины забоя ободранный до крови партизан-новозеландец. «Смотри, не просыпь у будки Гросса». Загрузив мешочки в карманы, Эрик выбрался на поверхность. Самое сложное начиналось сейчас. Вынести песок — это половина дела. Его нужно было незаметно рассеять по территории лагеря. Для этого и существовала армия пингвинов. Эрик вышел во двор лагеря, небрежно прогуливаясь с руками в карманах. Во дворе толкались сотни пленных, кто-то играл в регби, кто-то просто ходил вдоль проволоки, наматывая километры. Вдоль бараков прохаживались хорьки в серых шинелях, внимательно высматривая любые подозрительные действия. Эрик подошел к группе пленных, активно обсуждавших футбольный матч. Он встал в круг, незаметно просунул пальцы в карманы и потянул за специальные шнурки. Дно мешочков развязалось. Он начал медленно переминаться с ноги на ногу, аккуратно растирая сапогами высыпающийся из штанин желтый песок, смешивая его с серой поверхностной грязью двора. «Проходит нормально?» — тихо спросил стоявший рядом офицер, делая вид, что страстно спорит о правилах игры.
«Ползет потихоньку», — ответил Эрик, чувствуя, как мешки опустели. «Сколько еще?» Гарри почти у цели. Метров 10 до леса. Но, Том... Ты слышал про Том? Эрик замер. Что с Томом? Немцы только что зашли в 123-й барак. Кажется, кто-то из Харьков щупом наткнулся на вход. Глава 3. Тень над Томом. Новость пронеслась по лагерю за считанные минуты, хотя внешне ничего не изменилось. Пленные все так же прогуливались вдоль проволоки, кто-то продолжал чеканить самодельный мяч, а у барака номер 103 громко хохотала группа пилотов. Но в воздухе мгновенно разлилось свинцовое напряжение. Эрик аккуратно завязал опустевшие мешки внутри карманов и, старательно сохраняя непринужденную походку, двинулся к 123-му бараку. Около входа уже стоял гауптман Гросс, старший офицер безопасности, которого за въедливость и мертвую хватку пленные прозвали «слепой пес». Гросс не был дураком. В отличие от многих тупоголовых охранников из охраны пехотных частей, он прекрасно понимал, с кем имеет дело. Он знал, что каждый офицер ВВС в этом лагере тратит 24 часа в сутки на одну единственную мысль — как сбежать. Гросс стоял, опираясь на длинный стальной щуп, и курила дешевую сигарету. У его ног лежала выломанная доска пола, а из темного проема вылезал грязно-серый, взмыленный хорек, унтер-офицер. В руках у охранника была зажата кустарная лопатка, сделанная из переплавленной банковой жести. «Проклятый!» — тихо процедил Гросс, рассматривая находку. Затем он поднял глаза и встретился взглядом с Эриком. Немец не стал кричать. Он лишь медленно, с почти уважительной печалью качнул головой и произнес по-английски: «Вы очень трудолюбивы, джентльмены. Но этот тоннель никуда вас не отвезет». Том был мертв. Спустя 2 часа в бараке номер 104 собрался узкий состав руководства организации X. В тесной коптерке, освещенной лишь коптящим фитилем в баночке из-под кошачьего корма, царила тишина. Роджер Бушел, большой X, стоял у стола, упершись тощими кулаками в пожелтевшую карту Силезии. Его изуродованное веко слегка поддрагивало, но голос звучал абсолютно спокойно и ровно, словно он зачитывал полетное задание перед рядовым вылетом. «Они празднуют победу», — произнес Бушел, оглядывая присутствующих. Гросс доложил в Берлин, что грандиозный подкоп британцев уничтожен. Комендант Линдемайнер выпьет сегодня вечером лишнюю рюмку шнапса. Они убеждены, что мы раздавлены. А мы не раздавлены, Роджер? Тихо спросил Билл, ответственный за фальшивые документы. Мы потеряли 5 месяцев работы. Тонна земли, сотни метров досок. Ребята изнемогают. Мы были бы раздавлены, если бы у нас был только Том, Бушел жестко чеканил слова. Но у нас есть Гарри. И с этого момента все ресурсы лагеря перебрасываются на него. Мы замораживаем Дик, он пойдет под склад для песка. А Гарри мы закончим. И закончим быстро, пока немцы пьяны от собственной бдительности. Эрик чувствовал, как внутри закипает упрямая, злобная гордость. Бушел был прав, немецкая педантичность была их главным врагом, но она же могла стать и главным союзником, если заставить ее работать против них самих. Поверив, что побег сорван, охранники ослабили контроль. Работа в Гарри закипела с утроенной силой. Забои работали в 3 смены, без перерывов на обед и отдых. Землю больше не выносили во двор, пингвины сыпали ее в заброшенный тоннель Дик, заполняя его метр за метром.
Это было куда быстрее и безопаснее. В середине марта 1944 года тоннель Гарри протянулся на 102 метра. Он прошел под двумя рядами колючей проволоки, под контрольно-следственной полосой и ушел за пределы лагеря. По расчетам инженеров, выходная шахта должна была открываться прямо посреди густого соснового леса, за пределами зоны видимости прожекторов сторожевых вышек. Наступило время подделок, маскировки и ожидания идеальной ночи. Глава 4. Ночь фальшивых документов. 24 марта 1944 года. Небо над Нижней Силезией затянуло тяжелыми, снеговыми тучами. Температура упала ниже нуля, пошел плотный, мокрый снег, переходящий в ледяную крупу. Для обычного человека это была мерзкая, отвратительная погода. Для 145 человек, готовых к побегу, это был идеальный подарок небес. Безлунная ночь и плохая видимость скрывали все. Барак номер 104 превратился в гигантский, шипящий шепотом улей. В центральной комнате кипела работа, напоминающая закулисье странного, сумасшедшего театра. Здесь больше не было офицеров королевских ВВС. Здесь были чехословацкие рабочие, шведские коммерсанты, немецкие лесорубы и французские батраки. Эрик сидел на нарах, пока Дики подгонял на нем перешитую шинель. Обычная армейская шинель с помощью лезвий, ниток из одеял и самодельных пуговиц из прессованного угля превратилась в вполне приличный гражданский двубортный френч. «Держи», — Дики протянул Эрику небольшую книжечку в бумажной обложке. «Твой аузуайс. Пропуск на имя Эрика Вебера, инженера-механика из Дрездена». Эрик бережно взял документ. Это был шедевр фальшивомонетничества. Бумагу фактурировали, протирая ее мелко перетертым мелом и мылом, штампы были вырезаны из обычной картофелины и каблуков сапог, а тушь варганили из сажи и парафина. «Запомни, Эрик», — шептал Дики, вкладывая ему в руку еще и небольшую пачку фальшивых рейхсмарок. «Если тебя остановит патруль на станции, не вздумай тянуться к карману слишком быстро. Немецкие патрульные нервные. Говори коротко, с саксонским акцентом, который мы тренировали. И главное, не смотри им в глаза, как пленник. Ты инженер, ты спешишь на завод, ты полезен Рейху». В углу барака большой Экс раздавал последние указания. Участников побега разделили на две группы. Первые 50 человек — срочники. Это были люди, безупречно владеющие немецким или немецкими диалектами, с лучшими костюмами и фальшивыми документами. Они должны были сразу отправиться на железнодорожную станцию Жагани и уехать поездами в направлении Берлина, Данцига или швейцарской границы. Эрик входил во вторую группу — пешеходов. Их задача была сложнее — пробираться через заснеженные леса к чешской границе пешком, избегая дорог и крупных населенных пунктов. «Внимание всем!» — тихо раздался голос Бушелла. В бараке мгновенно воцарилась мертвая тишина. Время 22 часа. Воздушная тревога над Берлином дала нам отличную маскировку. В лагере отключили часть освещения. Выход начинается прямо сейчас. Помните, порядок, дисциплина и полная тишина. Никакой паники в тоннеле. Удачи всем нам. Первый человек опустился в шахту под печью. Эрик ждал своей очереди. Сердце колотилось в груди, как запертая птица. Каждый шуршащий звук, каждый скрип пола казался ему грохотом выстрела. В 23 часа 30 минут настала его очередь. Он опустился в холодное, сырое нутро Гарри. Тоннель казался еще теснее,
чем обычно. Воздуха катастрофически не хватало, вентиляционная помпа из консервных банок не справлялась с таким потоком людей. Эрик лег на деревянную вагонетку, зажал в зубах узелок с фальшивыми документами и скудным пайком, смесь овсянки, сахара и шоколада из посылок Красного Креста и потянул за веревку, продвигаясь вперед по узкому деревянному гробу. Наползала жуткая, давящая глухота. Вокруг были лишь сырые сосновые доски, запах застоявшейся земли и далекий, прерывистый стук сердца. Через 15 минут ползком и на вагонетке Эрик добрался до основания выходной шахты. Вверху, сквозь щели деревянного люка, пробивался морозный свежий воздух. Там его встретил Джон, офицер, отвечавший за выход. Лицо Джона в свете самодельной свечи было бледным и испуганным. «Эрик», — шепнул Джон, задыхаясь. «У нас катастрофа». «Что произошло?» Сердце Эрика ухнуло в пустоту. Ошибка в расчетах. Тоннель короче, чем мы думали. Шахта открывается не в лесу. Она открывается в 3 метрах от опушки, прямо на открытом снегу. И ровно в 15 метрах от нас проходит маршрут часового. Глава 5. Холодная свобода. Эрик замер на деревянной лестнице под люком. Мечта о побеге, которую вынашивали сотни людей в течение года, рушилась в последний момент из-за ошибки в пару десятков метров. «Что делаем?» — шепнул Эрик, чувствуя, как холодный пот стекает по спине под шерстяной френч. «Бушел приказал продолжать», — ответил Джон. «Мы поставили сигнальщика у выхода. Он держит веревку. Один рывок, часовой идет сюда, замереть и не дышать. 2 рывка, путь свободен, лезть и ползти в лес. Но скорость упала в 3 раза. Мы сможем вытащить от силы 60-70 человек до рассвета вместо 200. Эрик сжал зубы. Выбора не было. Назад пути не существовало, барак был забит людьми, ждущими своей очереди. Джон дернул за веревку. 2 рывка. «Пошел», — шепнул он. Эрик вылез из узкого отверстия в земле. Ледяной мартовский ветер мгновенно ударил в лицо, обжигая легкие после спёртого воздуха подземелья. Он огляделся. Абсолютно белый, ровный снег. И синяя, искрящаяся тьма. В каких-то 20 шагах возвышался темный силуэт лагерной вышки. Прожектор слепо резал туман вдалеке. А прямо перед Эриком, буквально в 10 метрах, спиной к нему прохаживался немецкий часовой, закутанный в тяжелый башлык. Ствол карабина висел на его плече. Эрик прижался к снегу. В своем темном гражданском пальто он выделялся на белом покрове, как черное пятно на скатерти. Если часовой просто повернет голову, все кончено. Сердце отсчитывало секунды. 1, 2, 3. Часовой сделал несколько шагов в сторону вышки, остановился, поправил рукавицей каску и снова пошел прочь. Эрик, извиваясь по-пластунски, как змея, рванулся вперед, разгребая руками колючий снег. 5 метров. 3 метра. 1 метр. Ветви сосен сомкнулись над его головой. Он был в лесу. Он был за проволокой. Эрик поднялся на ноги. Колени дрожали, пальцы ног занемели от холода, но внутри вспыхнуло невероятное, дикое, опьяняющее чувство. Он сделал вдох, глубокий, чистый, пахнущий свободой и сосновой хвоей, а не сажей, песком и немецкой хлоркой. Рядом из-за дерева вынырнула фигура. Это был Вальдек, польский пилот.
«Живой, Томми», — шепнул Вальдек. «Живой. Куда дальше?» «На юг. К железной дороге. Главное — уйти как можно дальше, пока они не подняли тревогу». Они побежали через ночной, утопающий в сугробах лес. Снег хрустел под щегольскими, абсолютно не приспособленными для зимних походов туфлями. Но адреналин гнал их вперед. Тревога взревела около 5 утра. Они были уже в 4 километрах от лагеря, когда за спиной, разрывая морозную тишину, взвыла сирена шталага Люфт-3. Пронзительный, визгливый звук метался между деревьями. В лагере начался ад. Часовой, наконец, заметил следы на снегу, ведущие из незамаскированной дыры в земле. 76 человек успели выйти из тоннеля, прежде чем на выходе загремели выстрелы. 76 сумасшедших птиц вырвались из неприступной немецкой клетки. Эпилог. Цена побега. Спустя 3 дня Эрик и Вальдек брели по окраине заснеженного чешского городка. Они не спали 3 суток, пальцы на ногах были обморожены, а фальшивые документы превратились в размокшую кашу от мокрого снега. Их поймали на проселочной дороге. Местный патруль жандармерии, поднятый по тревоге вместе с тысячами других полицейских, солдат и членов Гитлерюгенда по всей Германии, просто окружил обессилевших, замерзших людей. Когда Эрика привезли в местную тюрьму гестапо, он узнал масштаб того, что они совершили. Великий побег, поставки Гитлера в состояние абсолютного бешенства. На поимку 76 беглецов были брошены колоссальные силы: Вермахт, Люфтваффе, гестапо, полиция и СС. Более 100 тысяч человек были отвлечены от фронтовых задач и поиска партизан только для того, чтобы прочесать леса Силезии и проверить каждый поезд в Рейхе. На несколько дней транспортная система Восточной Германии была частично парализована. Но цена этого подвига оказалась страшной. По личному, секретному приказу Гитлера, так называемому «приказу Ашталаг-Люфт», вопреки всем международным конвенциям о военных пленных, 50 из 76 пойманных офицеров были расстреляны сотрудниками гестапо без суда и следствия. В их числе был и организатор побега Роджер Бушел. Их тайно убивали на проселочных дорогах, а затем кремировали, заявляя, что они были убиты при оказании сопротивления. Из 76 человек до полной свободы и союзных земель смогли добраться лишь 3, 2 норвежцам и 1 датчанину удалось на кораблях переправиться в нейтральную Швецию и Великобританию. Эрику Венцу повезло. Его не расстреляли, гестаповцы вернули его обратно в шталаг Люфт-3, где он продел в карцере 2 месяца, а затем встретил освобождение лагеря весной 1945 года танковыми частями Паттоновской армии. Спустя много лет после войны, уже седым стариком, Эрик Венц часто приходил на мемориал в Жагане, построенный на месте бывшего лагеря. Он стоял у белого камня, на котором были высечены 50 имен его друзей, и молча смотрел на сосновый лес. Ветви деревьев тихо шумели на ветру, точно так же, как в ту морозную мартовскую ночь 1944 года. Эрик медленно опускался на колени, брал щепотку желтого силезского песка и сжимал его в кулаке. Он знал, эти 50 человек погибли не напрасно. Они доказали всему миру, что даже в самом темном аду, за километрами колючей проволоки и под дулами пулеметов, человеческий дух невозможно запереть в клетку.